17 августа, с вами опять Руслан Ивеев, всем привет. Ну что, я почитал ваши комментарии под прошлой сводкой, и, похоже, большинство все-таки согласно с нашими коллегами по цеху, что момент для массовой мобилизации в Украине упущен, и что в случае чего резко нарастить набор людей не получится. Мы на летучей команде обсудили ваши аргументы, и, честно скажу, они нас не убедили. То есть мы остаемся при своем мнении. Некоторые писали как типичные пророссийские боты, мол, посмотрите, Руслан Ивеев призывает воевать до последнего украинца. Никаких призывов там вообще не было. Была задача оценить состояние и перспективы войны, силы обеих сторон и у кого что может получиться. Вот как такие условно сторонние наблюдатели мы и оценили. События на фронте были главной темой прошедшей недели. Разве что только под ее конец повестку перебил саммит на Аляске. Виной всему Добропольский прорыв. Мы в CIT называем это именно прорывом. Это та самая ситуация, которую в своих подкастах американский военный аналитик Майкл Кофман описывал как сначала постепенно, а потом внезапно. Российские войска постепенно продвигались на Покровском направлении, особенно на его восточном фланге, а затем внезапно обнаружили крупную брешь в украинской обороне и воспользовались ею, дойдя аж до села Золотой Колодец и захватив его. Глубина прорыва составила 15 километров. Некоторые говорят, что даже 19 километров. В последние месяцы российские войска пытались атаковать в районе Красного Лимана, Родинского и Белецкого на восточном фланге Покровского направления, о чем я вам не раз рассказывал в сводках. Но затем они заметили брешь в районе Никаноровки, дошли до Золотого Колодезя, и уже это дало возможность планировать атаку на город Доброполье. До этого в ближайшей перспективе маячило только перекрытие дороги на Доброполье, а тут появилась возможность атаковать сам город. Среди наших коллег по цеху на неделе было много, скажем так, терминологических дискуссий. Прорыв это или не прорыв? Некоторые упирали на то, что поскольку бронетехника не применялась, то это не прорыв. Что ж, жаль, что нет возможности вернуться в прошлое и сказать генералу Брусилову, что его прорыв – это не прорыв. Я бы посмотрел на его реакцию. Дополнительную проблему в понимании происходящего создают вооруженные силы Украины, которые все, что им не нравится, все, что не хочется признавать, называют диверсионными действиями и диверсионными группами. Прорыв характеризуется прежде всего своими задачами, а именно создать разрыв в линии обороны и закрепиться. Тогда как диверсионные действия имеют задачу просто проводить атаки в тылу, создать дезорганизацию, нарушить коммуникации. У диверсионных действий нет задачи удержания территории и создания коридора. А здесь все это было. Прорыв также характеризуется сосредоточением сил на одном участке. И действительно, я несколько сводок подряд говорю вам, что Покровское направление сейчас является приоритетом для российской армии. Сюда переброшены значительные силы, особенно на восточный фланг, где случился прорыв. Тогда как при диверсионных действиях они были бы разрознены во времени и пространстве. Они появлялись бы внезапно в глубине. Когда я говорю «внезапно», я имею в виду, что без явного фронтового боя. А здесь он был. При прорыве мы видим явную ось наступления и появившийся коридор, через который дальше идут остальные силы. В случае же диверсионных действий это были бы одновременные действия в разных точках, без какого-либо коридора. Это было бы похоже на отдельные укусы, а не на условный поток войск. Прорыв создает риски окружения, что мы и увидели, потому что дальше была задача пойти на Доброполье и постепенно доформировать окружение Покровска. От обороняющейся стороны это требует переброски значительных резервов, что опять-таки и произошло. Мы увидели переброску 12-й бригады Нацгвардии «Азов», увидели переброску 93-й бригады «Холодный Яр», целой кучи других подразделений, короче, сильнейшие силы. Иногда за прорывами следует коллапс линии фронта. В данном случае его не было. Коллапс фронта – это когда значительная часть войск теряет боеспособность и сопротивление прекращается. Командование теряет контроль, резервы либо отсутствуют, либо деморализованы, а наступающие силы получают возможность быстрого и глубокого продвижения без серьезного сопротивления. И вот тут, наверное, некоторые из вас уже уловили знакомые нотки и пишут в комментариях, что я бы поспорил, ведь некоторые из записанных тобой элементов коллапса наблюдаются. И опять-таки, возвращаясь на пару сводок назад, когда я пересказал результаты поездки западных военных аналитиков в Украину, я тогда цитировал Майкла Кофмана, что мини-коллапсы на отдельных участках фронта возможны, да. Особенно с учетом проблем набора людей, которые мы с вами обсудили неделю назад. Что касается времени существования прорыва, потому что некоторые тоже на это упирали, что если прорыв будет ликвидирован в ближайшее время, то это не прорыв вовсе. Ну, дело ваше, конечно, но по военной терминологии такого условия нет. От того, что большую его часть ликвидировали к концу недели, прорывом он быть не перестал. Тем более, что несколько дней он держался. Сейчас украинская сторона заявляет, что им удалось зачистить районы сел
Рубежная, Золотой колодец и Веселая. Сократить глубину прорыва российских войск до уровня примерно села Новое Шахово, а также освободить село Никаноровка. Подчеркну, что пока что это все только по заявлению. Информации с мест с того участка фронта поступает мало. Но учитывая, какой масштаб ресурсов был переброшен для купирования ситуации, к слову, явно не такой, как если это было бы диверсионные группы, то я готов поверить в последние украинские заявления. Этот прорыв особенно опасен тем, что в ходе него российские военные преодолели последнюю, основную линию обороны Донецкой области, которая дополнительно усилена бетоном. Поэтому, если российским солдатам удастся там закрепиться, то выбить их оттуда будет уже очень сложно. Главная проблема в том, что это не какое-то разовое исключение. Это не ситуация, когда российским войскам просто повезло. Да и с саммитом в Аляске это связано слабо. Даже если не было бы саммита, скорее всего, мы все равно увидели бы прорыв. Все это следствие давно накопившихся проблем с дефицитом личного состава, который мы с вами уже много раз обсуждали. А значит, возможно, я бы даже сказал, стоит ожидать повторения подобных ситуаций. Вот сейчас, например, приходят новости из села Андреевка-Клевцово на юге Донецкой области, которое Минобороны России называют по старому названию «Искра». На днях российская армия заявила о захвате села и показала видео флагов тыков в разных точках этого села. Главное управление разведки Украины назвало все это фейком и постановочными видео. То есть они не говорят, что видео сняты в подвалах Донецка, как это часто бывало в былые года, а упирают на то, что раз флаговтыкчиков после съемок видео когда-то позднее уничтожили, то как будто бы ничего и не было. На мой взгляд, это обеспечено отношение к ситуации. Какая разница, что проникшие группы были позднее уничтожены, если все равно они смогли проникнуть? Если у вас линия обороны дырявая, если за одной уничтоженной группой приходит следующая. Вот так и получается. Сначала постепенно, а потом внезапно. И потом появится видео из какой-нибудь Гавриловки такими темпами. Допустим, все вы правы, и возможности резкого ужесточения мобилизации, повышения набора людей в украинскую армию нету. Что же делать в такой ситуации, чтобы снизить вероятность новых прорывов? Нужно максимально сокращать фронт, переходить к маневренной обороне. Вот ГУР с такой гордостью подчеркивает, что все заявления про захват Андреевки и Клевцова – это фейк. Она по-прежнему под контролем украинской стороны. А теперь откройте карту и посмотрите на географию этого участка фронта на юге Донецкой области. Обратите внимание, что между текущей линией фронта и, например, рекой Волча по большей части остались одни поля. Ну и вот села Андреевка-Клевцово и Александроград. Так сама география подсказывает, что в сложившихся условиях лучше отойти за реку и держать оборону там. Не нужно раз за разом повторять бахмутский сценарий с удержанием до последнего каждого клочка земли, что потом и приводит к прорывам. Пока во главе угла будет ставиться лишь бы не признавать проблему, лишь бы все называть фейками, постановочными видео и диверсионными группами, проблема никуда не исчезнет. Наоборот, она будет нарастать. Поэтому наши коллеги по цеху говорили, что не в ближайшее время, но однажды такой подход может привести к ситуации, когда придется подписать соглашение о замораживании войны на условиях Путина. То же самое касается Константиновского направления и Клебанбыкского водохранилища. Если отойти за водохранилище, то линия фронта, которую надо удерживать, получится сильно короче, а значит и меньше ресурсов на это будет требоваться. Второй важнейшей темой недели, которую сейчас все обсуждают, стала встреча Трампа и Путина на Аляске. Ближе к дате встречи Трамп говорил довольно категорично, что либо достигнут сделки, либо он выходит из дипломатии по Украине. В итоге, конечно, ничего не произошло. Опять пришлось наблюдать это довольно-таки стыдное занятие взаимного лобызания. Путин знает слабые точки Трампа и давит прямо на них. Говорит, что «ты прав, Дональд, если бы ты был президентом в 21-22 годах, то никакой войны не было бы. При этом на выборах 2020 года ты на самом деле победил, просто все было сфальсифицировано через ваше голосование по почте. И вообще, все это было спровоцировано агрессивной политикой предыдущей администрации». И вот все эти приятные слова растопили американского президента. Поэтому уже по традиции было заявлено, что в результате переговоров достигнут значительный прогресс. Кажется, пора создавать новый термин «американский прогресс». Это когда на самом деле ты стоишь на месте. А потому вот прямо сейчас никаких санкций против России не будет. Вернемся к этому вопросу знаете когда? Конечно же знаете. Через 2-3 недели. Сейчас, с слов источников западных изданий, мы знаем, что вроде как Путин чуть смягчил свои территориальные требования. Не требует от украинских властей ухода из неоккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. Но и свои войска оттуда отводить он не будет. При этом он повторил требование передачи всей территории Донецкой области, в том числе ее неоккупированной части.
Взамен он готов заморозить войну на остальных участках фронта по линии фронта. Судя по всему, ни слова не было сказано про оккупированные части Харьковской и Сумской областей. По крайней мере, никто из источников западных изданий об этом не сообщал. Американский обмен территориями – это когда ты сдаешь врагу территорию, а он тебе возвращает ничего. Вроде как завтра в Вашингтоне должна состояться встреча Трампа с Зеленским, европейскими лидерами. Но заранее понятно, что Украина не согласится на такие требования по передаче Донбасса. Так что я бы не удивился, если завтра, послезавтра Трамп скажет: «Я попытался, у меня не получилось, дальше давайте сами». Подводя итог, на мой взгляд, эта встреча на Аляске была довольно унизительной для Америки и довольно победоносной для Путина. Его приняли практически как равного, наговорили теплых слов, вспомнили о крепких связях двух стран. Посмотрим, как поменяется американская политика в отношении этой войны на наступающей неделе, и поменяется ли вообще. Со стороны Европы стоит отметить, что на этой неделе стало известно о третьем профинансированном пакете приоритетного списка. Как вы помните, в Европе разработали новый механизм военной помощи Украине, который получил название «Приоритетный перечень потребностей Украины». Первый пакет на $500 миллионов по поставкам артиллерии профинансировали Нидерланды. Второй пакет на ту же сумму по поставкам ракет комплекса «Патриот» и прочих систем противовоздушной обороны профинансировали Дания, Норвегия и Швеция. И вот на неделе стало известно про третий пакет, который профинансирует Германия. Правда, я пока не встречал хоть какие-то детали с описанием, что же войдет в этот пакет. Такие вот новости у нас были на этой неделе. Увидимся с вами с итогами через неделю. До встречи и пока.